Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Сахарный диабет второго типа. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Диета и лечение народными средствами дома. От сахарного диабета страдает каждый 10-й житель планеты. При этом многие люди довольно долго не подозревают о заболевании, списывая его признаки на общее недомогание. Но такое нарушение нуждается в квалификационной терапии. В противном случае может повлечь за собой необратимые расстройства и летальный исход. Для исцеления нужны не только медикаменты при сахарном диабете второго типа. Диета и лечение народными средствами также потребуются. Причины возникновения сахарного диабета второго типа. Диабет развивается на фоне дисфункции поджелудочной железы, которая перестает вырабатывать инсулин в нужном количестве. Он необходим для расщепления глюкозы, а в результате его недостатка уровень этого вещества в крови повышается. Причем вывести глюкозу в такой ситуации организм не способен, и ее излишки продолжают циркулировать по клеткам. За счет этого развивается нарушение в тканях различных органов, постепенно истощается поджелудочная железа. Такое расстройство не возникает само по себе. Его развитие провоцирует наличие избыточного веса и ожирения, скопление глюкозы в тканях печени, возникающего по причине нарушения в работе этого органа, метаболического синдрома, который развивается на фоне сердечно-сосудистых расстройств, обменных и гормональных нарушений, а также гинекологических заболеваний, патологических процессов в поджелудочной железе, медикаментозных интоксикаций по причине длительного приема некоторых видов препаратов, генетической предрасположенности. На заметку, по данным исследований, в случаях, когда один родитель болен сахарным диабетом, вероятность того, что он разовьется и у ребенка, составляет почти 40%. А если от заболевания страдают и мать, и отец, риск появления такого нарушения у детей приближается к 70%. Как проявляет себя болезнь? Коварство диабета второго типа заключается в том, что на начальной стадии он проявляет себя признаками, которые пациенты никак не связывают с этим заболеванием. Они жалуются на головные боли, быструю утомляемость, снижение зрения, а зачастую не обращаются к врачам. А если же это происходит, диабет в зачаточном состоянии может быть выявлен только случайно. Но есть и другие симптомы, которые указывают на развитие болезни. У пациентов отмечается все сразу или несколько из перечисленных признаков. Увеличивается частота позывов к мочеиспусканию, появляется нестерпимая жажда, снижается иммунитет, все чаще возникает нарушение инфекционной, вирусной или грибковых природ, нарушается концентрация внимания, способность к запоминанию информации. Из-за потери жидкости сохнет и зудит кожа. Больной ощущает постоянную усталость, а от небольшой нагрузки утомляется очень быстро. Нередки обмороки, а в тяжелых случаях может наступить и диабетическая кома. В результате прогрессирования болезни симптомы усугубляются, а также появляются проблемы со стороны сосудов, поскольку избыток глюкозы ведет к их разрушению. К какому врачу обратиться? Диагностика. При подозрении на диабет откладывать визит в поликлинику нельзя. Причем сначала стоит обратиться к терапевту, который, оценив состояние пациента, направит его к эндокринологу и диетологу. Чтобы подтвердить диагноз, проводится ряд мероприятий. Это исследование крови для установления концентрации глюкозы, анализ мочи на кетоновые тела, определение уровня липидов и холестерина в крови, оценка функциональности щитовидки, консультация офтальмолога и невролога. После постановки диагноза назначается терапия, которая включает в себя прием медикаментов и диету, а также допустимо лечение диабета народными средствами, но только с разрешения специалиста. Лечение народными средствами дома. В терапии диабета назначаются медикаментозные средства, помогающие справиться с заболеванием. Но основным недостатком всех синтетических препаратов является масса побочных эффектов, затрагивающих разные органы и системы. В результате происходит то, что в народе называют «одно лечим, другое калечим». Чтобы снизить токсичность медикаментов и ускорить выздоровление, применяются различные народные средства. Рассмотрим самые популярные продукты, позволяющие улучшить состояние больного. Белая фасоль. Ее можно употреблять в отварном виде или же замачивать плоды в воде. Достаточно залить жидкостью 10-15 бобов на ночь, а утром съесть их натощак. Золотой ус. В
Второе название этого растения – Колиссия душистая. На его основе можно приготовить отвар, настойку или лечебный чай. Для этих целей потребуются листья, длина которых составляет не меньше 15 см. Их надо измельчить и заваривать по 3-4 ложки в 500 мл кипятка. Настаивать лечебное средство лучше в термосе, а после принимать небольшими порциями дважды в день. Земляная груша или топинамбур. Это растение содержит инулин, помогающий расщеплять избыточную глюкозу. Его можно употреблять самостоятельно, в сыром виде или же добавлять в овощные салаты. Корица. Эта приправа помогает снизить уровень глюкозы и нормализовать вес. Ее можно класть в травяной чай или салат в небольших количествах. При этом стоит помнить, что корица, добавленная в какое-либо блюдо, сохранит полезность не дольше 5 часов. Аналогичными свойствами обладает и имбирный корень. Способ его применения тот же. Лавровые листья. На их основе можно сделать отвар, залив 10 листочков 400 мл кипятка. После этого потребуется настоять средство пару часов, а затем процедить. Пить его надо трижды в день по 30 мл на протяжении 10 суток. После этого стоит сделать перерыв на 3-5 дней, а затем повторить лечение. Важно помнить, что это средство запрещено при диабете, протекающем в тяжелом форме, на фоне осложнений. Лен в семечках. Этот продукт оказывает благотворное влияние на весь организм в целом, укрепляя иммунную систему, а также позволяет снизить уровень глюкозы. Для приготовления напитка потребуются семена и вода в пропорции 1 столовая ложка на 1 стакан воды. Нужно прокипятить состав примерно четверть часа, а затем настаивать около 60 минут. Принимать средство можно по 100 мл трижды в день в течение месяца. Цветки липы. Для 3 столовых ложек соцветий потребуется 400 мл кипятка, после чего средство надо настаивать около 10 часов. Пить его разрешено по чайной ложке перед приемом пищи на протяжении 3 недель. Таким же способом можно сделать лечебное средство из 2 луковиц. Внимание! Ни в коем случае нельзя заменять народными средствами прописанные врачом лекарственные препараты. Отвары и настои лишь помогают ускорить выздоровление и поддержать организм, но не способны полностью устранить опасное заболевание. Диета при сахарном диабете 2 типа. Питание при диабете 2 типа подразумевает множество ограничений. Необходимо исключить из рациона мясные полуфабрикаты и колбасы, жареную, острую, соленую, копченую пищу, наваристые мясные супы, макароны из мягких сортов пшеницы, рис и манку, молочные и кисломолочные продукты повышенной жирности, сливочное масло, маргарин и майонезные соусы, пряности и острые приправы, сдобу и сладости. Нужно составлять диету диабетика из таких продуктов: нежирные сорта мяса и птицы, морская рыба, вязкие каши, молочные и кисломолочные продукты с нулевой жирностью, свежие овощи и зелень, ягоды и фрукты, за исключением винограда и бананов, хлеба из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей. Помимо этого, здоровое питание при таком заболевании подразумевает соблюдение следующих правил: потребление низкокалорийной пищи, сокращение количества углеводов в рационе, дробление питания на 5-6 небольших порций в день, отваривание, тушение или приготовление еды на пару, поедание овощей и фруктов в сыром виде, исключение из рациона сахара и замена его ксилитом или сорбитом, снижение объема соли, полный отказ от алкоголя. При этом надо избегать переедания, но и не допускать сильного чувства голода. Кроме того, необходимо потреблять достаточное количество жидкости для улучшения пищеварения и метаболизма. Лечебная гимнастика в домашних условиях. Гимнастика важна при диабете не менее, чем здоровое питание или своевременный прием лечебных средств. Физическая активность позволяет снизить уровень сахара в крови и улучшить ее циркуляцию, благотворно влияет на общее состояние организма. Подбором нужных упражнений занимается специалист. Но с уверенностью можно сказать, что диабетику разрешается выполнять следующее: подниматься на носочки, приседать, ходить с чередованием быстрого и медленного шага, сгибать ноги в коленях, находясь в сидячем положении, лежать на полу с поднятыми вверх нижними конечностями. Главное – дозировать нагрузки, увеличивая их постепенно, а заниматься в день стоит не более 25-30 минут. Как избежать развития заболевания? Профилактика диабета делится на первичную и вторичную. В первом случае она подразумевает меры, позволяющие избежать возникновения этого опасного заболевания.
Чтобы предотвратить недуг, необходимо исключить причины, которые могут вызвать его, а именно делать следующее. Следить за показателями веса, практиковать умеренные физические нагрузки, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, принимать медикаментозные средства в соответствии с предложенной специалистом схемой, своевременно лечить заболевания, связанные с пищеварением, метаболизмом, обменными процессами или уровнем гормонов. При подозрении на диабет сразу же обращаться за медицинской помощью. Вторичная профилактика – это комплекс мер, которые помогут предупредить развитие осложнений и дальнейшее прогрессирование болезни. Для этого нужно делать следующее. Правильно организовать питание, регулярно заниматься лечебной гимнастикой, пить предписанные врачом лекарства, принимать витаминные комплексы, не допускать появлению лишних килограммов, нормализовать артериальное давление и липидный обмен. При ухудшении состояния сообщать об этом врачу сразу же. В заключение следует сказать, что профилактические меры позволяют значительно снизить риск возникновения диабета даже у лиц, имеющих к этому предрасположенность. А когда такая проблема уже есть, своевременное лечение и соблюдение всех предписаний помогает. Если не избавиться от болезни совсем, то заметно улучшить качество жизни больного и предотвратить осложнения. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.